Друзья мои, приветствую всех на своем канале. С вами я, Николай Соловьев. Я клинический психолог, практикующий кинезиолог. И сегодня мы с вами поговорим об очень важной вещи. 5 основных продуктов, которые помогают бороться с гельминтами. Казалось бы, при чем тут моя профессия? Клинический психолог, кинезиолог и гельминты. При чем тут флора кишечника? А если вы вспомните про триаду здоровья, про то триединство, это физика, химия и наша психосоматика, то вы как раз найдете в этом ответ. Потому что теория Мечникова о микробиоте кишечника, о важности ее, о том, что это наш еще один иммунный центр очень мощный, о том, что там формируются в том числе правильные гормональные ответы, очень важен. Здоровье этого центра очень важно. Поэтому давайте я вам предложу 5 основных продуктов, которые вам помогут поддерживать микробиоту кишечника в хорошем состоянии. Они помогут вам бороться с гельминтами и профилактировать эти вещи. Итак, топ из the топ. Первый продукт, о котором хотелось бы сказать, это лисички. Вспомните, что эти грибы, которые произрастают в большей части нашей страны, нашей России, практически никогда не бывают червивые. Если кто-то занимается сбором грибов, кто-то посещает лес, просто гуляет там, собирает грибы, знает, что лисички червивыми не бывают. Поэтому сезон, когда есть свежие грибы, они должны быть на вашем столе. Я не буду говорить о всевозможных препаратах, которые приготовляются потом из этих грибов, тут уже выбор каждого. Но свежие грибы – это номер один. Они помогают бороться примерно с 85% известных гельминтов кишечника и очень при этом эффективны. Эти грибы блокируют нервную систему паразитов, потому что очень многие паразиты просто присасываются к стенкам кишечника. Как раз если система заблокирована, не работает мышечная система, то гораздо проще организму с ними бороться. Хорошо подавляет так называемую грибковую флору. Это, конечно, кандида, это дрожжевые всевозможные вещи. Поэтому лисички, еще раз лисички, особенно в сезон. Второй продукт – забытые тыквенные семечки. Многие про них просто забывают, что они есть в нашем рационе. Но я хотел бы обратить ваше внимание на следующие вещи, что действующее вещество хина находится в очень тонкой зеленой пленке, которая расположена между ядром и кожурой. Поэтому важно иметь настоящие семечки, не ГМОшные и, конечно, не жареные. Если вы их употребляете в пищу в том или ином виде, кто-то добавляет в салат, кто-то просто кушает чистое семя, это вполне нормально. Вещество хина, которое содержится в семечке, есть только еще в одном дереве в таком же огромном количестве. Это кора осины, кора этого дерева. И тоже находится в очень тонкой прослойке между основной корой и древесиной. Очень быстро окисляется. Поэтому это два главных источника хины. А хина, как известно, помогает что нам? Поддерживать иммунитет. Это давали еще и морякам, которые были в дальних походах, обязательно применяли. Это было мощное средство, которое поднимает иммунитет, если люди заболели, в том числе острыми заболеваниями вирусного характера. Ну и, конечно, это незаменимое средство. Я уже тоже об этом говорил на своем канале, когда мы санируем такие вещи, как эпистархоз. Это, конечно, Сибирь во всей ее полноте, потому что там основная территория, где эпистархоз является просто врагом номер один, если мы говорим о гельминтах. Поэтому кора осины. Третья специя или растение, которое должно быть на вашем столе, оно входит в очень многие противопаразитарные известные сборы, это гвоздика. Мощнейшее противомикробное средство. Помогает устранить боли разной природы, поэтому рекомендую, чтобы это у вас было. Антиоксидант, помогает восстановить кислотно-щелочной баланс в организме. Соответственно, убирает брожение в кишечнике и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Рекомендую, не забывайте, гвоздика. Четвертое растение, точнее ягоды, которые столь любимы в Сибири, на севере, это, конечно, брусника. Друзья мои, это одна из моих любимых ягод. И почему? Бензойная кислота, которая там присутствует, и другие вещества, очень легко помогают организму разрушать тех гельминтов, их личинки, яйца, которые попадают в наш организм. Является мощнейшим противомикробным действием, мочегонным, жаропонижающим, желчегонным. Поэтому профилактические свойства этих ягод
этого растения, они известны давно. Вам остается их только применять и не забывать о них. Яблочный уксус содержит продукты жизнедеятельности кишечных бактерий. Они аналогичны. Поэтому, когда вы добавляете это в свой рацион, организму гораздо проще, первое, переваривать пищу, противостоять различным паразитозам, которые каждый из нас может неосознанно, не специально привнести в свою жизнь, заразившись где-то в общественном месте, либо в повседневной жизни. Поэтому яблочный уксус, который вы будете регулярно добавлять, допустим, в салат, поможет организму бороться и поддерживать нормальную флору кишечника. Друзья мои, ну и что хотелось бы сказать в завершении. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, здесь всегда много всего интересного. Не теряйте важную и нужную вам информацию. Всем добра и здоровья!